Тэхён из BTS переосмысливает понятие моды как гуманизма на неделе моды в Париже 2025. Париж, начало октября 2025 года, под золотистым осенним небом, где падающие листья парят, словно фрагменты поэзии, танцующие на ветру, один момент в мире моды потряс мировую сцену. И дело было не в платьях, инкрустированных тысячами кристаллов, или шокирующих авангардных концепциях, а в одной фигуре, чья харизма излучалась непринужденно, Ким Тэхён, известный миру как Ви из BTS. В тот день, 5 октября 2025 года, в саду Тюильри, Париж, казалось, затаил дыхание. На большой сцене, где была представлена коллекция Селени Этлир 2026 под руководством Эллы Вос, молодого французского гения дизайна, потрясшего вселенную высокой моды, мир увидел нечто большее, чем просто мода. Это был момент, когда Тэхён превратил моду в нечто человеческое, а человечность — в часть моды. Элла Вос, взявшая на себя креативное управление после ухода своей легендарной предшественницы в начале 2024 года, описала этот момент как «живую симфонию», где ткань дышит, а сердце переплетаются с нитями. Наблюдая за Тэхёном издалека во время показа, она осознала то, что не могла объяснить ни одна теория моды. За идеально скроенным костюмом и притягательным взглядом скрывалась тихая эмпатия, которую невозможно изобразить. «Тэхён особенный, потому что он не носит одежду, он дает ей жизнь», сказала его дрожащим голосом во время личной встречи в штаб-квартире Селени на улице Рувиверн всего через несколько часов после показа. В мире, полном манекенов, притворяющихся людьми, именно он — тот человек, который дарит кутюру душу. Ее слова разлетелись по интернету, словно метеор. За считанные часы фраза «он носит одежду, а они не носят его» стала мировым трендом, собрав более 3,22 миллиона упоминаний в Твиттер. Поклонники BTS, ARMY, восприняли ее заявление как загадку да Винчи, полную смысла, а мировые модные критики одобрительно закивали. Париж только что стал свидетелем самой мягкой революции в истории современной моды. На неделе моды в Париже 2025 с 28 сентября по 6 октября, где более 100 модных домов соревновались за право представить свои монументальные работы, большинство из которых были сосредоточены на концепциях, эксклюзивности и художественном эго, присутствие Тэхёна стало освежающим балансом. Он был не просто звездой к-поп или амбассадором бренда, а душой, вдохнувшей жизнь в эстетику Селен. Сидя рядом с Умой Турман, голливудской иконой, излучающей неприходящую грацию, Тэхён казался мостом между мирами, Востоком и Западом, поп-музыкой и кутюром, современностью и ностальгией. Когда модели завершили дефиле под завораживающий ритм электронной музыки, Тэхён встал и зааплодировал. Его лицо озарилось мягким светом прожектора, словно собрав всю энергию зала в одну нежную улыбку. Но самым вирусным моментом стали не платья, музыка и даже не впечатляющие декорации, созданные Эллой Вос с магической точностью. Это был маленький, инстинктивный акт сопереживания. Когда ночной парижский бриз взъерошил волосы Умы Турман, Тэхён наклонился и мягко заправил их ей за ухо. Никакого сценария, никакого осознания камеры, никаких постановочных жестов, только естественный инстинкт глубоко сопереживающего человека. Этот 25-секундный ролик разлетелся как лесной пожар, 77 миллионов просмотров за 24 часа, вызвав комментарии редакторов Vogue, журналистов The Guardian и тысяч поклонников, назвавших его самым человечным моментом в истории высокой моды. Элла Вос позже объяснила в интервью WWD утром 6 октября, которое стало достоянием общественности, что именно в этом и заключается суть ее творческого видения. Мода часто терпит неудачу, потому что кажется слишком холодной, слишком далекой от реальности. Тэхён преодолевает этот разрыв. Он сочетает роскошь с теплом. Приезд Тэхёна в Париж уже попал в заголовки газет еще 4 октября, когда его заметили в аэропорту Инчхон в одежде из весенне-летней коллекции Селен, многослойном кремовом тренче, рубашке с легким леопардовым узором и серебряных аксессуарах, сверкающих, словно тайные шепоты. Пользователи сети окрестили его аэропортовой броней, символом элегантности, сочетающейся с харизмой солдата, недавно завершившего службу. Он приехал не как знаменитость, а как ходячее произведение искусства, написал французский редактор отдела моды Le Monde de la Mode. Его лицо излучает спокойствие, его улыбка пробуждает ностальгию, то, что не смогла бы произвести ни одна фабрика.
На следующий день Тэхёна видели в небольшом кафе на берегу Сены. Он был одет в темно-красную водолазку из той же коллекции, потягивал эспрессо и делал наброски на салфетке. Поклонники, случайно оказавшиеся там, говорили, что он рисовал чье-то лицо, мягкие линии, задумчивый взгляд, возможно, вдохновение, возможно, воспоминание. Эти фотографии быстро разлетелись по интернету, и снова люди говорили о том же: магия Тэхёна заключается не во внешности, а в атмосфере, которую он создает вокруг себя. Элла Вос называет это эмпатической алхимией. В мире моды, часто запертом в иллюзии совершенства, Тэхён — освежающая аномалия. Он заставляет синтетическую кожу биться, как сердцебиение. Он заставляет шелк шептать, как честное признание, поэтично сказала она. Она вспомнила их первую встречу в Сеуле в 2023 году, еще до ухода Тэхёна в армию. Он приехал без ассистентов, принес свои собственные эскизы, говорил тихо, но многозначительно. Тогда я поняла, что он не просто лицо бренда, он живой рассказ. Действительно, с тех пор, как Селени назначила Тэхёна своим глобальным амбассадором в 2023 году, продажи в Азии в третьем квартале выросли на 18%. Но помимо цифр, изменилось восприятие. Бренд, когда-то считавшийся холодным и элитарным, теперь воспринимался как сердечный. Тэхён не продвигает одежду, отметил аналитик Business of Fashion. Он рассказывает истории об искренности, пути и любви к деталям. Именно это, а не логотип, влюбляет в него молодое поколение. Момент с Умой Турман, когда она поправляет волосы, возможно, стал кульминацией, но, по правде говоря, все появление Тэхёна на Парижской неделе моды было настоящей визуальной симфонией. На Эфтерпорте Хотел де Вилл он появился в черном шерстяном пальто, украшенном золотыми цветочными брошами, стоя под неоновыми огнями Ля Фантрен, его лицо сияло, как ожившая картина импрессиониста. Каждый шаг фотографировали. Каждый взгляд становился материалом для мудборда в ТикТок. Каждая улыбка — музой для молодых дизайнеров в Сеуле, Милане и Токио. Режиссер Лука Гуаданьина, посетивший тот же показ, добавил еще один слой к этому мифу: у Тэхёна душа актера в теле иконы моды. Он не просто носит одежду, он изображает эмоции, которые оставляют нас без слов. Но за ослепительным светом софитов Тэхён остается приземленным. Он все еще известен тем, что подкармливает бродячих кошек в Сеуле, отправляет рукописные письма поклонникам и говорит с тихой мягкостью. В одном из старых интервью он однажды сказал: «Мода — это то, как я выражаю эмоции без слов». Но эмпатия — вот что делает ее значимой. Эта фраза теперь кажется неписанным манифестом всего его пути в моде. Тэхён — не просто посол и не просто лицо. Он — эмоция, которая распространяется, тепло, облечённое в эстетику, тишина, которая говорит громче слов. В то время как мир моды пытается переосмыслить себя после постпандемического застоя, Тэхён предстаёт как баланс, доказательство того, что истинная красота рождается не из недоступности, а из подлинности. Элла Вос завершила радиоинтервью несколько дней спустя фразой, которая с тех пор стала легендой. «Мода умирает, когда перестаёт чувствовать». Тэхён вернул её к жизни. И, возможно, это правда. В то время как многие знаменитости приходят, чтобы вызвать восхищение, Тэхён приходит, чтобы понять. В то время как бренды соревнуются за продвижение концепций, он делает акцент на душе. Благодаря творческому видению Эллы Вос и вдохновляющему присутствию Тэхёна Силен вступает в новую эру, не просто красивой моды, но и моды, которая ощущается как что-то человеческое. Когда самолет с Тэхёном на борту вылетал из Парижа в Сеул 7 октября 2025 года, город, казалось, утратил частичку тепла. И все же эхо его шагов в саду Тюильри, мягкое сияние архивного костюма Селена и нежная улыбка, завершившая вечер, все это витало в воздухе города, который теперь говорит на новом языке, языке сочувствия. Ходят слухи, что Элла Вос готовит капсульную коллекцию, вдохновленную военным походом Тэхёна, с нейтральными тонами, нежными металлическими деталями и символическими мотивами, олицетворяющими стойкость. Поклонники окрестили его «Л'Ёвр оф Кутур», «Перевал кутюр», отдавая дань эмоциональной эволюции Тэхёна, от музыканта до солдата, а затем и до иконы моды.
Возможно, это и есть истинное определение легенды — быть не самым заметным, а самым ощущаемым. И в мире моды, который часто забывает чувствовать, Тэхён появляется как напоминание о том, что высшая элегантность заключается не в роскоши, а в искренности, которая согревает других. Париж аплодировал. Мир преклонился. А Селен тихо прошептала. Он носил не одежду. Он носил душу.